5 лет проект летает, нужно начать действительно со слов благодарности тем людям, организациям, благодаря которым он состоялся и состоялся настолько успешно. Начать, конечно же, нужно с руководителя проекта академика Николая Семеновича Кардашова, который стоял у истоков этого проекта, и энергия, сила и оптимизм которого, собственно, и позволил нам дойти до запуска летом 2011 года. Ученые, инженеры Астрокосмического центра ФИАН, НПО имени Лавочкина, многие других организаций, которые, собственно, позволили разработать и реализовать в железе и в живом железе проект. Многим коллективам пришлось решать такие очень непростые задачи. Упомяну, например, наших коллег из Нижнего Новгорода, которые впервые построили активный водородный стандарт частоты, который вот уже более 5 лет работает на орбите. Думаю, это рекорд. Это точно рекорд для России, потому что это первый и единственный активный. Наши зарубежные коллеги, которые как участвовали в постройке оборудования для спутника, так и сейчас активно участвуют вместе с российскими коллегами в реализации научной программы. 5 лет прошли, и мы завершили обзор квазаров в проекте «Радиоастрон». В результате вот у нас есть подтверждение результатов, которые мы получили в течение первого 1-2 лет по небольшому количеству объектов. Сейчас вот мы уже смогли успешно пронаблюдать, успешно продетектировать излучение от более 150 квазаров. И действительно оказалось, что ядра далеких активных галактик ярче примерно в 10 раз, чем то, что мы считали раньше, и чем то, что, в общем, предсказывает теория, которая объясняет излучение вот этих вот далеких космических объектов. Очень интересно. Интересно потому, что мы действительно до сих пор не понимаем, как это может быть. То есть мы не очень хорошо понимаем теорию излучения этих объектов. Есть несколько идей, которые сейчас группа проекта «Радиоастрон» вместе с коллегами-теоретиками отрабатывает, но пока это тайна. Естественно, ученым нет ничего более интересного в жизни, чем найти что-то необъяснимое. Вот это, наверное, первый такой прорывной результат, который поменял на сегодняшний день в общем, всю эту науку о механизмах излучения далеких квазаров. Второе интересное направление, которое бы я упомянул, это исследование внутренней структуры релятивистских выбросов в активных галактиках, в радиогалактиках. Проект «Радиоастрон» благодаря своему уникальному, рекордному угловому разрешению позволяет нам заглянуть вглубь вот этих вот выбросов, в то время как раньше, исследуя эти объекты только с Земли, фактически, мы видели такие ниточки, не могли заглянуть внутрь. Очень много интересного открылось. Нам удалось восстановить структуру магнитного поля. Кроме исследования далеких галактик, в проекте «Радиоастрон» мы исследуем и галактические объекты. Это вот объекты, которые находятся в нашей галактике, например, пульсары. Мертвые звезды диаметром около 10 километров, которые вращаются с очень большой скоростью, и лучик света, точнее 2 лучика выходят из полюсов подобной звезды, он чиркает по Земле, и фактически как очень яркий прожектор, кроме того, что он интересен сам по себе, он просвечивает межзвездную среду, турбулентные облака пыли, газа, которые находятся в нашей галактике. При просвечивании происходит рассеяние излучения, и фактически мы видим эти пульсары как фонарь в тумане. Совершенно неожиданно, никто раньше такого не видел, нам удалось в проекте «Радиоастрон» при исследовании этих пульсаров открыть новый эффект рассеяния. Мы его назвали субструктурой рассеяния. Фактически, если на пальцах, то его можно представить как появление очень маленьких пятнышек или спеклов на фоне размытого изображения объекта. Мы это увидели для пульсаров. После чего пульсарная группа «Радиоастрона» впервые об этом рассказала. Мы стали думать дальше, и, в общем, вывод следующий. Если этот эффект существует, тогда он должен работать как для пульсаров, так и для других объектов. И действительно, продолжив исследование уже, мы обнаружили этот эффект и для квазаров, и при исследовании центра нашей галактики. Что это означает? Этого есть и плюс, и минус. Во-первых, с помощью исследования этого эффекта, фактически этих очень компактных
на самом деле слабеньких пятнышек на фоне размытого изображения. Мы можем, с одной стороны, исследовать параметры межзвездной среды, вот эти самые турбулентных облаков, а с другой стороны, ну, понятно, что рассеяние мешает нам увидеть, что же находится сзади этого тумана. Так вот, с помощью исследования этих пятнышек, этой субструктуры рассеяния, мы можем попытаться восстановить истинное изображение объекта за рассеивающим облаком. Почему это важно? Ну, понятно, почему это важно. Потому что мы сможем увидеть, как объекты выглядят на самом деле. В частности, вот проекты, которые пытаются увидеть черную дыру в центре нашей галактики. Потенциально задача на Нобелевскую премию. Мы этим тоже занимаемся. Но для того, чтобы увидеть черную дыру в центре нашей галактики, а именно мы говорим о том, чтобы увидеть тень от черной дыры, то есть что-то типа бублика или полумесяца, потому что, понятно, сама черная дыра черная, вот, а на расстоянии нескольких горизонтов событий будет такой вот полумесяц или бублик. Вот он будет, скорее всего, рассеян, потому что центр нашей галактики спрятан от нас вот за этими рассеивающими облаками. И вот есть надежда, что именно при учете вот открытого нами эффекта мы сможем восстановить истинное изображение центра нашей галактики, в частности, вот, возможно, сами увидеть или помочь будущим проектам, собственно, увидеть вот этот ореол, тень от черной дыры. Черные дыры — это объект, который примерно 50 лет назад был предложен, и мало кто верил в то, что они существуют. Прошло время, и на сегодня представить себе картину мира без черных дыр уже практически невозможно. Они вот так вот очень элегантно в нее вписались. Однако их до сих пор никто впрямую не видел. А очень важным в развитии фундаментальной науки вперед является наша способность проверить какие-то базовые предсказания теории. Ученые задались вопросом, а как же мы можем впрямую увидеть черные дыры? Поэтому наиболее прямой способ — это увидеть тень от черной дыры. Фактически предполагается следующее. У нас есть излучение за черной дырой. И когда оно проходит область вокруг черной дыры по направлению к наблюдателю на Земле, то часть этого излучения будет поглощена черной дырой, да, а часть, собственно, пройдет. И мы ожидаем увидеть ореол вокруг черной дыры. То, что, да, фактически ореол и вот тень от черной дыры. Это будет наиболее прямым доказательством существования черных дыр, и это вот потенциал на Нобелевскую премию. Проект «Радиоастрон» провел наблюдение ближайшей галактики, галактика в созвездии Дева, Дева-А, в надежде увидеть указание на этот ореол. Углового разрешения проекта «Радиоастрон» достаточно для того, чтобы это увидеть. Нам это не удалось. Необходимо было, чтобы нам повезло. Повезло, потому что излучение не очень яркое, нам надо, чтобы хватило чувствительности. А кроме этого, это основной момент. Мы предполагаем, что излучение из центра галактики, оно обязано проходить через облака пыли и газа вокруг него, а также, возможно, оно поглощается релятивистской плазмой, которая находится вблизи центральных сверхмассивных черных дыр. Мы думаем, происходит именно это. Мы не могли этого знать заранее, да, потому что никогда ранее вот на подобных экстремальных угловых разрешениях галактики не исследовались, включая эту ближайшую Дева, она находится только на расстоянии 16 мегапарсек, там, ну, десятки миллионов лет свет летит оттуда, это не так уж и много, она очень близко к нам находится. Как с этим бороться? Надо уйти на более короткую длину волн. Наиболее короткая длина волны проекта «Радиоастрон» 1,3 см. И, скорее всего, на длине волны 1,3 см вот, поглощение все еще сильно. Поэтому фактически нам нужно иметь новый проект, да, новый аппарат, новый интерферометр, который сможет работать на более коротких длинах волн. И, собственно, и это заложено в задачи следующего проекта, который разрабатывает Аэрокосмический центр ФИАН космического. Он включен в космическую программу, Федеральную космическую программу России «Миллиметрон». Он будет работать на коротких миллиметрах, а даже субмиллиметрах, и вот у него будет шанс побороться, ну, я бы даже сказал, очень серьезный шанс победить вот эту проблему рассеяния и поглощения и, собственно, увидеть тень черной дыры. Итак, способ номер раз — уменьшать длину волны наблюдения. Второй способ — это вот использовать открытый нам эффект субструктуры рассеяния для того, чтобы, даже работая на тех длинных волн, которые у нас есть, собственно, восстановить истинное изображение, которое испорчено при прохождении излучения через облака.
турбулентные облака от межзвездного пыли и газа. Мы как раз сейчас с этим работаем. Радиоастрон провел наблюдение центра нашей галактики в сентябре 2015 года. Мы сейчас обрабатываем данные, может у нас что-то получится. Но в любом случае, есть также большая коллаборация на Земле, проект из поиска тени черной дыры с помощью наземных интерферометров, которые уходят тоже на очень короткие длины волн. Мы работаем сейчас очень активно совместно с этой группой. И фактически есть понимание, что без учета и без использования эффекта субструктуры рассеяния, вот этих маленьких пятнышек, которые на рассеянном изображении появляются, надеяться на восстановление картинки по тени черной дыры, ореола черной дыры, несерьезно. Поэтому в некотором смысле наша часть Нобелевской премии у нас уже в кармане, потому что эффект уже открыт именно нами. А сейчас мы делаем следующий шаг, мы пытаемся его использовать для того, чтобы, может быть, и нам самим удалось увидеть этот ореол вокруг черной дыры. Посмотрим. Фундаментальным вопросом исследования черных дыр является прямое доказательство их существования. Чисто теоретически можно себе представить, что в центре нашей галактики и в центре других галактик находится не черная дыра, а какой-то другой тяжелый объект, который обладает другими свойствами, а не свойствами, предсказываемыми для черных дыр. Там горизонт событий, да, и все остальное. Чисто теоретически это возможно. Нам нужно проверить и главным образом убедить себя, потому что ученые обычно наиболее критически относятся к себе и к своим теориям, что черные дыры существуют. И, соответственно, тогда это скажет, что основа, база наших моделей, нашего понимания того, как работают галактики, оно правильно. И, честно говоря, не только галактики. Есть предсказания теоретические, что мы должны увидеть в окрестности этих объектов. И опять же, наверное, миллиметрону это удастся увидеть, опять же, благодаря уходу на более короткие длины волн и большей прозрачности этих областей на более коротких длинных волн. Несомненно, при планировании любого космического проекта существует программа минимум, программа максимум. Вы всегда начинаете с программы минимум для того, чтобы, с одной стороны, гарантировать получение каких-то результатов за короткое время, потому что, начиная проект, вы же не знаете, насколько вам повезет. Но нам безумно повезло. Хотя слово «повезло» тоже неправильно. Это именно повезло благодаря профессиональной работе наших коллег-инженеров. Уже даже в течение прошедших 5 лет этот эффект, мы его хорошо наблюдаем. В программе проекта «Радиоастрон» изначально мы не имели планов по наблюдениям центра нашей галактики, этой самой черной дыры, там около 10 миллионов масс Солнца в центре нашей галактики, потому что мы думали, что мы не увидим излучение оттуда, из центра галактики, полностью рассеянный, и радиоастрон ничего не найдет. Но оказалось, что это не так, благодаря открытому эффекту субструктуры, и уже даже в течение 5 лет мы переработали нашу программу и реализовали эксперимент по центру нашей галактики. Кроме этого, изначально мы рассчитали, что нам не удастся исследовать облака водяного пара в других галактиках, так называемые мегамазеры, потому что не хватит чувствительности. Не так. Мы, оказывается, можем изучать и мегамазеры, и сейчас у нас активно идет эта программа. И совершенно справедливо, по решению Государственной комиссии, проект «Радиоастрон» продлен на сегодняшний день до конца 2018 года, благодаря тому, что его техническое состояние позволяет продолжать реализовывать научную программу, проводить научные наблюдения в полном объеме, практически без потерь характеристик своих относительно того, что было после запуска. А с другой стороны, есть продолжающиеся программы. Смотрите, я рассказал о том, что мы закончили обзор ядер активных галактик. Оказалось, что они в 10 раз их ядра ярче. Что мы делаем сейчас? У этой программы есть продолжение. Теперь мы хотим разобраться, действительно, что же является причиной этой экстремальной яркости квазаров. Что для этого нам нужно? Нам нужно понять, они всегда находятся в этом состоянии, экстремальной яркости, или это происходит только во время вспышек. Причем, естественно, если вы исследуете объект во время вспышки, вы исследуете его во всем диапазоне электромагнитного спектра, и мы, кроме данных радиоастрона, будем использовать данные других, как наземных, так и космических телескопов, вплоть до космического гамма-телескопа Ферми НАСА. И в ближайший год мы проводим такие уже наблюдения с слежением за наиболее яркими компактными объектами. Отобрали их несколько десятков, и мы будем смотреть, как их яркость меняется во времени, благодаря чему сможем, собственно, мы надеемся понять природу этой экстремальной яркости. Нам удалось увидеть очень интересные эффекты, разрешить джет поперек, увидеть, что он очень
быстро и широко раскрывается в близкой галактике 3884. Сейчас вот мы вторую эпоху будем проводить наблюдение этого объекта в середине сентября 2016 года для того, чтобы, собственно, разобраться, что же там происходит. У нас начинаются новые программы по исследованию гравитационных линз, очень интересные объекты, которые из-за эффекта так называемого гравитационного линзирования, когда свет проходит мимо очень тяжелого объекта, выглядит для нас как не один объект, а несколько, похожие друг на друга. Есть много других задач. Вот фактически сейчас мы уже фокусно отрабатываем по тем успехам, углубляясь в них, которые нам удалось получить за прошедшие 5 лет. Возможно, все-таки проговорю про еще одну задачу, которая у нас продолжается, но она началась не сразу, она очень тяжелая технически. Это задача по измерениям так называемого гравитационного красного смещения. Благодаря тому, что у нас на борту работает очень точно водородный стандарт частоты, ну, вот его стабильность 10 в минус 14 секунд за секунду, или там, на 1 секунду эти часы уходят за больше миллиона лет, фактически мы имеем эти часы, которые вращаются вокруг Земли. А кроме этого мы имеем часы, которые стоят на Земле, тоже водородный стандарт частоты. И, собственно, сравнивая ход этих часов, мы можем даже проверять предсказания общей теории относительности Эйнштейна. Эта задача у нас началась так вот активно в проекте «Радиоастрон» около года назад, ну, вот, там, в конце 4-го, начале 5-го года, и сейчас она продолжается. Очень возможно, что именно благодаря продлению до конца 2018 года нам удастся получить результаты вот, по проверке предсказаний общей теории относительности, даже лучше, чем вот были получены в предыдущем американском проекте Gravity Probe A и других сейчас проводящихся экспериментах. Конечно же, проект «Радиоастрон», «Спутник Спектр-Р» — это российский проект. Но это российский проект с значительным международным участием. Вот на борту нашего спутника приемник, усилитель на длине волны 18 сантиметров полностью сделан нашими коллегами из Австралии. Усилитель диапазона 92 сантиметра сделан нашими коллегами в Индии. Усилитель диапазона 1,3 см сделан нашими коллегами в США, но этот был куплен нами. Он такой же, как бы стоял на спутнике WMAP. То есть все остальные компоненты, или подавляющее большинство из них, они вот наши, да, российские. Да, еще надо упомянуть про часы. Кроме водородных есть еще рубидиевые часы, которые сделаны швейцарцами. Поэтому спутник российский, но с зарубежным участием. Что касается проведения экспериментов, то наземно-космический интерферометр «Радиоастрон» себе трудно представить без участия зарубежных радиотелескопов. Потому что мы используем практически все высокочувствительные радиотелескопы мира. Начиная с российских, это 32-метровые телескопы системы Квазар-КВО. Также мы использовали 64-метровое зеркало российское в Калязине. Когда 70-метровое зеркало в Евпатории было частью Украины и с нами работало, тоже очень активно с нами проводились эксперименты в рамках соглашения между российским и украинским космическими агентствами. А также есть громадное количество телескопов в Европе, в Соединенных Штатах, там один в Южной Африке, в Австралии, Китай, Корея, Япония, которые с нами работают. В общей сложности там около 40 радиотелескопов. Поэтому в этом смысле, если говорить про проведение регулярных наблюдений, то это вообще как бы машина мировая, да, с, естественно, главным элементом российским, который летает в космосе. Большинство групп, которые работают по электростанции, международные. Некоторые из них имеют доминирующее российское участие, российских руководителей проектов, те, которые ставят задачи. Российские группы есть, которые имеют доминирующее участие, так сказать, зарубежное. Наверное, у нас нет групп, или их совсем немного, которые, там, скажем, чисто российские или чисто не российские. Потому что в науке нам важно оптимизировать на результат. А самый лучший результат вы получите, если вы соберете все ресурсы по миру, как технические, так и научные мозги, и, собственно, вложите в эту задачу. Извините, проект уникальный, нам нет возможности тут раскачиваться и, скажем так, малыми, что ли, силами решать те или иные задачи. Начинается все с сбора научных заявок. Мы собираем научные заявки от научных групп, российских, международных. Потом проводится их
рассмотрения Международным программным комитетом, и руководитель проекта «Радиоастрон», академик Николай Семенович Кардашов, рассматривает результаты этой экспертной оценки и утверждает их, в результате чего формируется научная программа на ближайший год. После того, как научная программа сформирована, проводится уже планирование помесячно, конкретные уже месячные программы, что каждый месяц проект «Радиоастрон» делает. И, кстати, кому интересно, собственно, что же происходит каждый конкретный месяц, каждый конкретный день, у нас на сайте есть ссылочка на эти расписания, любому желающему можно это посмотреть. Извините, на английском языке проект международный. Опять же, эти расписания должны понимать не только российские ученые-инженеры, но и зарубежные. После того, как программа сформирована, по каждому сегменту готовятся конкретные задания наблюдения, как Астрокосмическим центром ФИАН, как для наземных телескопов, так и для космического. Это задание переходит из Астрокосмического центра в НПО имени Лавочкина, и НПО уже это задание с помощью телескопов в Уссурийске и в Подмосковье, в Медвежьих озерах, собственно, закачивает на борт, и по этой программе мы работаем. Во время наблюдения в режиме реального времени большое 10-метровое зеркало смотрит на наш космический объект, а маленькое 1,5-метровое одновременно сбрасывает данные на Землю. А на Земле эти данные принимает одна из двух станций слежения и сбора научной информации. Это либо в Пущино, Московская область, либо Гринбенк, Западное Вирджиния, США. Вот эти станции записывают данные и потом по интернету передают их в Центр хранения и обработки данных локации ФИАН. Также все наземные телескопы. Типично в нашем эксперименте участвует от 3 до 30 телескопов. Они одновременно наблюдают, записывают данные и свозят их. Тоже мы обычно по сети интернет, у нас есть широкополосные выделенные каналы. Собирается все в нашем архиве. На сегодняшний день в нашем архиве, если я не ошибаюсь, больше 2 петабайт данных хранится. Наш архив находится в здании Института космических исследований. Это несколько специально оборудованных комнат с хранилищами, в которых, собственно, эти диски вертятся, а также у нас есть данные, которые хранятся на дисках магнитных, которые не вертятся, и на магнитных лентах. После того, как данные собраны, проводится их корреляционная обработка. Основным коррелятором проекта «Радиоастрон» является коррелятор, естественно, Астрокосмического центра ФИАН, который был разработан группой Сергея Федоровича Лихачева и активно сейчас эти годы обрабатывает данные. И один из важных аспектов коррелятора — это насколько велика очередь экспериментов, которые еще не откоррелированы. У нас она очень хороша, составляет всего лишь несколько месяцев, и главным образом определяется скоростью закачки данных. Все у нас очень хорошо. Данные коррелируются на суперкомпьютере с помощью специальной программы, которая называется этот самый программный коррелятор. И в проекте «Радиоастрон» их таких корреляторов 3, как я сказал, основное в Астрокосмическом центре. Он обрабатывает около 80-85, наверное, процентов данных. И есть еще 2, один в Бонне, Институт Макса Планка по радиоастрономии, один в Нидерландах, в Объединенном институте по интерферометрии европейском. Вот эти корреляторы обрабатывают там оставшиеся 15% данных, эксперименты, которые научные группы решили, что будет оптимально обработать на других корреляторах. И, честно говоря, спасибо им большое, немножечко разгрузят нас, тоже здорово. После того, как корреляционная обработка проведена, результаты, фактически коррелируются все потоки данных со всеми вместе, получаются коэффициенты корреляции во времени. Эти результаты уже передаются научным группам. И научные группы, которые исследуют квазары, пульсары, мазеры, все остальное, межзвездную среду и так далее, они уже проводят посткорреляционный анализ. Каждая научная группа своими средствами и силами. Существует большое количество программ, которые были разработаны и до проекта «Радиоастрон», и во время проекта «Радиоастрон» для наших задач, которые позволяют нам, собственно, уже из этого потока коэффициентов корреляции получить то, что нам нужно. Изображения космических объектов, характеристики пульсаров, межзвездной среды, мазеров и так далее. Почему правительства ведущих стран вкладывают деньги в фундаментальные научные исследования, особенно потому, что это очень дорого, в фундаментальные научные исследования, которые проводятся из космоса? Главным образом это развитие технологий. И те миллиарды рублей, которые были вложены в проект «Радиоастрон», главным образом это именно развитие нашей промышленности, которая смогла построить совершенно уникальный инструмент, не повторяя никого, ничего не копируя кого-то,
громадное количество очень сложных, казалось раньше даже невыполнимых задач, которые удалось решить. Ну, это немножко, конечно, с юмором, но все-таки именно у проекта «Радиоастрон», фактически у НПО имени Лавочкина есть сертификат из книги рекордов Гиннесса о том, что им удалось построить самый крупный радиотелескоп космический в мире. Да? Ну, это же не с бухты-барахты, это же действительно надо вывести в космос и раскрыть 10-метровое зеркало. Никто этого раньше не делал. Эти технологии, они были разработаны с нуля. Существует громадное количество других технологий. То же самое водородный стандарт частоты, который был запущен в космос. И фактически вот для нас очень выгодно, в практическом смысле, для нас, для страны, вот развивать здесь нашу промышленность. Теперь, если говорить про интерферометрию, да, потому что радиоастрон — это наземно-космическая интерферометрия, которая позволяет, кроме всего прочего, определять координаты космических объектов с очень высокой точностью. Это используется нами практически ежедневно, потому что без привязки планеты Земля с громадной точностью к далеким квазарам, к далеким галактикам, мы не сможем определять параметры вращения Земли, и в результате систем позиционирования, GPS, ГЛОНАСС, будут не в состоянии выдавать такую высокую точность, которая от нее ожидается. Соответственно, без интерферометрии, простите, но GPS, ГЛОНАСС просто не выдали бы на гора то, чем сейчас мы все гордимся. Проект «Радиоастрон» сам не занимается задачами астрометрии и вот геофизики, которые впрямую нужны для тех же самых систем позиционирования. Однако исследования характеристик объектов, которые для этого используются, естественно, позволяют нам увеличивать точность. И точность как позиционирования, измерения параметров вращения Земли, так и точность инерциальной системы отсчета, к которой мы все привязываемся. Поэтому мы-то как раз оказываемся в практическом смысле, вот люди, занимающиеся так называемой радиоинтерферометрией со сверхдлинной базой, очень полезными для народного хозяйства, что приятно и радостно. Насколько важно то, чем мы занимаемся для фундаментальной науки. Это тяжело измерить там, в рублях или в сантиметрах. Но понятно, что любой новый инструмент, который увеличивает возможности по исследованию Вселенной, фактически радиоастрон увеличил его разрешение относительно того, что было на Земле доступно нам больше, чем в 10 раз. Он дает вам потенциал на значительный вклад в фундаментальную науку. И мы его, по нашему мнению, реализовали очень здорово. Мы дали большой толчок в изучении квазаров, благодаря многим новым эффектам, которые мы обнаружили, а также благодаря тому, что многие теории, которые считались правильными до результата радиоастрона, сейчас нужно переделывать. Но куда уж более серьезный фундаментальный вклад, чем этот. Группы проекта «Радиоастрон» открыли новый эффект рассеяния. Куда уж дальше. Поэтому, в общем, по нашему мнению, вклад в фундаментальную науку радиоастрона есть чем гордиться.